Учительница Дженнифер Моррис стояла у доски в обычной школе Портленда, но ее мысли давно уплыли за пределы класса. Взгляд все время возвращался к тихой девочке на последней парте, Хане. Сегодня она выглядела особенно замкнутой, напряженные плечи, потухший взгляд, словно пыталась раствориться в воздухе. Звонок прозвенел, ученики поспешно начали собирать рюкзаки, заглушая шумом и хихиканьем остатки урока. Но Ханна не двигалась, будто не слышала сигнала. Она сидела, уставившись в дневник, и это стало для Дженнифер тревожным знаком. Подойдя ближе, она присела рядом, осторожно положив руку на плечо девочки. Ханна вздрогнула так сильно, что ее свитер сдвинулся, обнажив багровую полосу на руке. Дженнифер не подала виду, но внутри у нее все жалось. За внешним спокойствием пряталась решимость. Она не могла оставить это без внимания. Через минуту дверь кабинета была закрыта, и в руках у Дженнифер уже был телефон. Она набрала экстренный номер и спокойно, но уверенно сообщила о подозрении на домашнее насилие. «Девочка 10 лет, синяки, поведение тревожное, прошу прислать наряд». Полиция приехала быстро. Женщина-офицер, представившаяся как Ким, говорила с Ханной мягко, по-доброму. Девочка впервые позволила слезам покатиться по щекам, тихим, освобождающим. Позже, в машине, Дженнифер сидела рядом с Ханной, не уехала, хотя давно могла. Она держала ее за руку, пока второй патруль поднимался к квартире на 3-м этаже серого многоквартирного дома. Там, за обшарпанной дверью, и жил тот, кто называл себя отцом. Мужчина открыл неохотно, от него пахло алкоголем. Он начал кричать, отрицать обвинения, требовать дочь. Но Ханна уже была далеко от этого голоса, в машине с включенным кондиционером и тишиной, которая больше не пугала. Мужчину увезли в наручниках. Он выкрикивал угрозы, но девочка уже не смотрела в его сторону. Ее взгляд был прикован к дороге, туда, где начиналось что-то новое. Через час они прибыли в центр временного размещения. Там ее встретила женщина по имени Сандра, добрая, с теплым голосом и заботливым взглядом. В комнате стояли кровать, плед и плюшевый медвежонок. Все было просто, но по-настоящему уютно. Ханна легла, обняв игрушку. Ким осталась с ней, пока та не уснула. Без тревоги, без страха, без боли. В ту ночь девочка не просыпалась от криков. Ей снились цветы и ветер, а кто-то в этом сне тихо говорил: «Ты теперь в безопасности». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.